Всем здравствуйте! В этом видео я вам покажу и расскажу, как надо менять картриджи для фильтров, для домашних фильтров. Эти фильтры стоят в каждом доме, в принципе все их меняют. Я хочу рассказать новичкам, на что можно обратить внимание при установке фильтров и их замене. Итак, у меня есть новый фильтр, попросили друзья купить. И на его примере я расскажу о комплектации. Когда покупаете фильтры для воды, обращайте внимание, у них уже должны быть в комплекте фильтры, сами картриджи. Пока мы их уберем. Далее, проверяйте комплектацию. Должен быть ключ для закручивания стаканов и всевозможные трубки. И самое главное, это крепление. Всевозможные крепления, инструкция. Это мелочи. Так, далее. Принцип работы фильтра. Тоже не нужно. Пока уберу. Принцип работы фильтра покажу на одном из картриджей. Берется фильтр, вставляется в стакан. То есть вода поступает в середину фильтра и через стенки выходит дальше. Таким образом производится фильтрация. То есть по трубке поступает вода во внутреннюю часть, от нее вода выходит во внешнюю сторону и переходит далее опять во внутреннюю часть. То есть изнутри наружу. И таким образом очищается вода. Как вставляется фильтр? Вставляется и закручивается. То есть он фиксируется, внутри есть выступ, в него фиксируется и фиксируется в месте крепления. Вот таким вот образом вставляется. Для чего я вам так подробно рассказываю, чтобы вы могли понять физику, как фильтруется вода. Все, таким вот образом вставляется сюда. И сюда вставляются фильтры, и все это дело заворачивается. Сразу, когда все устанавливают первый раз фильтры или производят их замену, никто практически не обращает внимания на следующее. Да, заворачивается картридж, стакан, ключом. Ключ вставляется и поворачивается и затягивается. Все, стоит жестко. Таким образом. Когда практически больше половины всех, кто устанавливает первый раз картриджи, фильтры, не замечает одной мелочи. В наборе всегда идут дополнительные резинки. Вот именно, что все считают, что туда дополнительные. Это не так. Дело в чем, чтобы вода не протекала, ставится уплотнительное кольцо. Оно практически есть на всех стаканах. Но мало кто замечает, что такая же резинка должна лежать внутри. Вот здесь вот сейчас я покажу, поставлю. Для улучшения уплотнения и для предотвращения протекания воды резинка еще ставится во внутренней части. Сколько я сталкивался, больше половины людей резинки сюда не ставят. Это вот самое первое замечание. То есть, когда у нас делается одно уплотнение и делается другое уплотнение. То есть, у нас есть два уплотнения. Одно идет на торцевую часть, а второе идет на боковую. То есть, вот эта часть идет на торец, он сюда прижимается к стакану, а вторая на боковую. И происходит более жесткое соединение. Все, ничто никуда не потечет. И вот будет сухо. Так, вы, наверное, заметили, что один стакан прозрачный, а два непрозрачные. Для чего это делается? Обязательно проверяйте, чтобы один стакан был прозрачным. Когда вы ставите фильтр грубой тонкой очистки, то есть от
процессе эксплуатации должны видеть, в каком он находится состоянии. То есть практически индикатором грязной воды является этот первый прозрачный стакан. То есть при эксплуатации, предположим, вы купили квартиру в новом доме. Трубы все грязные, все забитые. В принципе, любой картридж служит 3-4 месяца. Их нужно менять. Но он послужил у вас, предположим, 2 недели. Трубы все грязные, и он у вас стал черным. Я потом дальше на этом еще остановлюсь, но просто пока обращаю внимание. И он стал у вас черным. То есть вы можете открутить один стакан, вытащить грязный и поставить другой чистый. И дальше он у вас будет исправно работать. Эти фильтры можете не трогать 3-4 месяца. Вот для этого всегда один стакан делается прозрачным. Хотя могут и все стаканы сделать прозрачными. Вот первый стакан должен быть всегда именно таким. Итак, перейдем непосредственно к практике. Картриджи, фильтры я не менял 5 месяцев. В предыдущий раз я поставил на первое и второе место картриджи грубой очистки, фильтры грубой очистки. Вот они. Обыкновенная синтетика защищает от механических примесей, от ржавчины, мусора и прочей грязи. Как мы видим, практически один фильтр, первый, он полностью очищает воду. Второй фильтр практически по цвету не изменился. То есть одного фильтра достаточно. Второй ставить не обязательно. И третий у меня стоит угольный фильтр. Но при такой очистке у меня в воде стала образовываться накипь от жесткой воды. Поэтому принимаю решение, я пошел в магазин. Кстати, я вам советую, если в чайнике образуется много накипи, купил фильтр для очистки, для смягчения воды. И классический угольный фильтр. Но ставить их нужно будет вот в такой последовательности. Вторым, то есть получается у нас первым нужно ставить фильтр механической очистки, как и стоял. Второй угольный, а третий ставить, в моем случае, фильтр для смягчения воды. Вот таким вот образом я и буду менять фильтры. Как я уже рассказывал, показывал выше, для этого я буду использовать обыкновенный ключ, который прилагается в упаковке. Перед началом работы перекрываем воду, сливаем воду полностью, чтобы не было давления в системе, и все, и начинаем отворачивать стаканы. Вставляем и на отворачивание отворачиваем. Подставляем обязательно тазик, потому что вода пойдет. Все, вот таким вот образом снимаются все стаканы. Вот он фильтр грубой очистки. Вот вода. Все. Вот таким вот образом снимаются все фильтры. Итак, стаканы я с фильтрами снял. Как можете наблюдать, у меня вторая резинка стояла только в одном креплении. Других резинок не было. В принципе, вода не просачивалась. Но сейчас я все-таки установлю резинки. Вот они у меня есть. И мне будет более герметично. Не забывайте ставить вторые резинки в места крепления. Следующий шаг. При установке фильтров нужно каждый стакан, чайник кипятится. Следующий шаг. Каждый стакан необходимо вымыть с мылом, с моющим средством. Вымыть тщательно. Потом его промыть и обдать кипятком внутри. Обязательно. Для чего это делается? Я вам даже это показываю, чтобы вы, мог бы, конечно, и сказать, но я лучше покажу, чтобы это у вас отложилось в голове, у каждого, кто смотрит это видео. Потому что во время эксплуатации вода по стакану проходит неравномерно, где-нибудь в середине. И у стакана образуются теневые зоны, куда вода не протекает. И там, то есть застаивается вода, так назовем. И там могут развиваться болезнетворные бактерии. Поэтому все стаканы изнутри моются моющим средством.
споласкивается и потом обдается кипятком. То есть делается все как на консервацию. Когда вы консервируете, вы же не используете старые банки, так и здесь. Все должно быть чисто и максимально стерильно. Не бойтесь механических примесей, а бойтесь бактериальных. Вот таким вот образом. Моете, промываете и обдаете кипятком. Только после этого можно устанавливать картриджи. Кстати, они все должны быть в упаковке. Вот я даже мыльной рукой беру, с ними ничего не случится. Когда покупать будете их в магазине, проверяйте на герметичность, чтобы они были у вас герметичные. Это они все в целлофане. Стаканы все простерилизованы. Чистота идеальная. Они аж звенят. Далее покажу вам на примере одного. Нет, я сначала покажу вам другое. В общем, здесь вот в упаковке видно, что есть резинки. Вот они, резинки. Сейчас я вам покажу на старом. Вот. На каждом картридже, фильтре, кроме механической очистки, есть резинки, прокладки для герметичности, чтобы вода проходила именно через фильтр, а не по щелям соединений. Вот они есть, они должны у вас быть. Смотрите внимательно, когда покупаете. Вот здесь один стоит на нем. Ну, можно продавцов спросить, сколько где должно быть. В принципе, я таким вопросом не задавался. Но резиновые уплотнения должны присутствовать. Как вот здесь. Так, далее. Начинаем устанавливать. Покажу вам на примере одного фильтра. Вот возьму фильтр механической очистки. Вот. Руки чистые. Вот он. Вот. То есть берем, вставляем и сверху просто берется стакан. Таким вот образом. И заворачивается. Все. Потом берется ключ и ключом подворачивается. Вот таким вот образом. Все. Ничего сложного в этом нет. Просто берете и затягиваете. И так практически все фильтры. Итак, фильтры поменены. Все, теперь начинаю заполнение. Здесь кран закрываем, там кран открываем. Пошло наполнение. Видите, пошло наполнение с фильтра механической очистки. Потом вода поступает в угольный фильтр по очереди. И потом поступает фильтр смягчения воды. После того, как вы все поменяете, не забудьте проверять через некоторое время, подтекает ли у вас место соединения или нет. Если он у вас будет подтекать, рекомендую опять этот стакан отвернуть и завернуть заново. Сильно подтягивать. О, пошла вода. Сильно подтягивать не советую во избежание какой-либо поломки крепления. Вот, пошло. Потом воздух выйдет, и вода будет идти более-менее ровно и равномерно. Итак, подведем итог по замене фильтров. Первое. Когда покупаете фильтр домашний для воды, всегда смотрите, чтобы один из стаканов у вас был прозрачный. Для контроля механической загрязненности механического фильтра грубой очистки. Далее, когда открываете коробку, обратите внимание, есть ли здесь резинки, прокладки. Как я говорил, они должны находиться на самом стакане и должны находиться в месте крепления. Обратите внимание, есть ли для них прокладки резиновые. Сразу хочу обратить внимание, вот только сам сейчас обратил внимание, что они разного диаметра. Одни на 35, другие на 40. То есть одни предназначены сюда, другие предназначены сюда. То есть даже запасные есть.
на всякий случай. Далее, при установке фильтра обращайте внимание на наличие резиновых прокладок по торцам фильтра. На фильтре механической очистки он не предназначен, не предусмотрен, он так хорошо прижимается, на других фильтрах он должен быть. Как я отмечал выше, говорил выше, я в фильтре поставил подряд 2 фильтра механической очистки от грязи, или фильтры грубой очистки, как можно их назвать. За 5 месяцев практически второй фильтр даже не поменялся в цвете. Это я ставил первым, этот я ставил вторым. То есть всю грязь и весь мусор, все механические загрязнения забрал в себя первый фильтр грубой механической очистки. От примеси, от грязи и от прочей пыли. Далее. Вот этот фильтр я взял у товарищей. Они въехали в новую квартиру буквально 2 недели назад. Новый дом, новая квартира. 2 недели, 5 месяцев. Как говорится, почувствуйте разницу. То есть, если у вас производилась замена коммуникаций, или вы въехали в новую квартиру, вам придется очень часто менять фильтр грубой очистки, механической очистки от мусора и грязи. Потому что коммуникации не промывают, они все грязные. И очищать их будете вы своими фильтрами. Вот для этого и предназначен прозрачный стакан, в который ставится фильтр механической очистки воды. Все. Всем спасибо.